История начинается с обыденной жизни Джона Дэви, студента колледжа, который не мог не чувствовать, что его существование скучно, как чистый холст. Каждый день сливался в толпе с другими, и он жаждал, чтобы произошло что-то захватывающее. Однажды роковой ночью он лежал в своей постели, вздыхая при мысли о предстоящем еще одном однообразном дне. Когда неожиданный поворот судьбы погрузил его в мир, превосходящий его самые смелые мечты. Вначале Джон обнаружил, что стоит в самом сердце большого оперного театра, залитого жутким потусторонним светом. К своему удивлению, он понял, что люди вокруг него не контролируют свои движения. Они были марионетками, управляемыми невиданными марионеточными нитями. Его охватила паника, когда он осознал причудливую реальность, разворачивающуюся перед его глазами. В этот сюрреалистический момент откровения он не мог не воскликнуть: «Итак, вот как заканчивается моя скучная жизнь». Затем фокус повествования переместился на Зеле, решительную молодую девушку, проходящую интенсивные тренировки в симулированном пространстве. Она была непреклонна в стремлении обрести независимость от своего альтер-эго Виллионы, которая всегда была ее частью. В то же время Броня и Зелье находятся под бдительным оком Терезы, в то время как Отто явно отсутствовал, оставляя Дюранду заполнять временную пустоту лидерства. Путь Зелья в конечном итоге привел ее в лабораторию Эйнштейн, где она встретила Теслу, глубоко поглощенную расследованием, касающимся роботов, оскорбивших государственных чиновников. Тесла рассказала, что ее первоначальная роль заключалась в закупке материалов для вечеринки для поднятия боевого духа. Эйнштейн, всегда инициатор приключений, позволила Зеле отправиться за покупками для вечеринки. Броня предложила Зеле объединиться с Кианой для расследования странных происшествий с участием роботов антиэнтропии в Солт-Лейк-Сити. Броня верила, что исключительное сочувствие Зеле сможет поднять настроение Киане. Когда Зелье отправилась на свою миссию, Виллиона не могла не почувствовать укол ревности, опасаясь, что Зелье нашла в лице Кианы нового друга и больше не нуждается в ней. Зелье, не обращая внимания на внутреннее смятение Виллионы, обратилась за советом, как управлять альтер-эго. Ее запрос, однако, задел больной нерв Виллионы, поскольку она считала, что Зелье сравнивает ее с убийцей Сирин. В Солт-Лейк-Сити Зелен и Киана отправились за покупками и были приятно удивлены, обнаружив скидки на продукты, необходимые им для предстоящей вечеринки. Во время закупок между ними завязался душевный разговор. Однако их мирный момент был недолгим, поскольку роботы антиэтропии, которые они исследовали, внезапно вышли из строя, вынудив их вступить в ожесточенную битву. Победив странных роботов, Зеле наткнулась на кучу разорванных клочков костюма Хому. Любопытство заставило ее найти ключ от квартиры и студенческий билет, принадлежавший не кому иному, как Джону Дэви. Заинтригованная, она узнала, что его знали очень многие, а Виллиона, всегда пессимистичная, отвергла его как пустышку. Зелье решила навестить квартиру Джона, и когда она переступила порог, окружающая обстановка преобразилась у нее на глазах. По странному повороту событий, они были осаждены роботами антиэтропии, управляемые марионеточными нитями. Несмотря на все трудности, они одержали победу, но Виллиона не смогла избавиться от мучительного подозрения, что что-то не так. На Земле не было никаких следов, что указывало на то, что роботами манипулировали, не оставив следов. Их ждало мрачное откровение, когда они узнали, что Джон умер месяц ранее. Человек, которого они встретили в торговом районе, был самозванцем. В квартире Джона взгляд Виллионы упал на сломанную куклу с билетом на спектакль под названием «Тыквенный Джек» в Театре Господства, сопровождаемый пугающей аннотацией. Виллиона отшатнулась от того, убеждая Зелье прекратить расследование, утверждая, что Джон просто никто. Но Зелье чувствовала себя обязанной раскрыть правду о загадочном Джоне Дэви. Внезапно Виллиона услышала зловещий голос, полный пессимизма, шепчущий, что Зелье больше не нуждается в ее присутствии, что они обе считаются лишними в глазах мира. Она с тревогой спросила Зелье, слышала ли она это, но ответ был отрицательным. Акт завершился пронзительными воспоминаниями о рождении Виллионы, молчаливой наблюдательницы жизни Зели.
пока инцидент, едва не похитивший ее, не привел Броню на помощь. Это был первый раз, когда Виллиона усомнилась в собственном существовании, но Зелье высказала резкие слова, заклеймившие ее и Броню как демонов, оставив неизгладимый след в ее душе. Прошлое и настоящее теперь переплелись в паутину тайн, оставив Зелье и Виллиону бороться со своей вновь обретенной реальностью. Броню мучили повторяющиеся сны, неуловимые воспоминания, связанные со вторым извержением Ханкай. В этих снах ей хотелось вспомнить лица и детали этих людей, но они, к сожалению, оставались недоступными. Каждый раз, когда она приближалась к воспоминаниям, ее внезапно просыпала загадочная синяя фигура. Броня была погружена в строгие тренировки под бдительным присмотром Вельта, ее наставника. Он руководил ею в освоении ядра Хершера, уделяя особое внимание не только быстрому созданию конструкций, но и способности мгновенно анализировать неизвестных противников, точно выявляя их слабости. Сделав заслуженный перерыв на смотровой площадке шумного города, Броня и Вельт вели задумчивую беседу. Упоминание Вельта о нем намекало на Вельта Джойса, Хершера разума в первом поколении, чья жизнь оборвалась во время первого извержения Ханкай. Броня рассказала Вельту о своих загадочных снах, и он раскрыл глубокую истину. В ядрах Хершера иногда сохраняли фрагменты воспоминаний своих предыдущих владельцев. Синяя фигура, преследовавшая Броню во сне, была никто иной, как сам Вельт Джойс. Вельт выразил скорбь, которую он перенес из-за потери Джойса, и выразил надежду, что Броня сможет найти в себе силы преодолеть боль от потери дорогого ей человека, вероятно, имея в виду Химека. Далее он объяснил, что любой, кто обладает ядром Хершера, может стать свидетелем этих фрагментированных воспоминаний, включая Мэй, Фухуа и Киану, которая уникальна тем, что имеет несколько ядер. Вельт также был глубоко обеспокоен недавними инцидентами с участием роботов. Броня и Вельт приступили к исследованию необычных статуй, представленных на выставке. К их шоку, эти, казалось бы, безжизненные статуи оказались застывшими зверями Ханкай. Они срочно потребовали закрытия выставки, но их предупреждение прозвучало слишком поздно, поскольку статуи ожили, начав беспощадную атаку. Броня и Вельт продемонстрировали слаженную командную работу, быстро одолели грозных зверей. Броня послушно сообщила об инциденте персоналу базы в Солт-Лейк-Сити, а Вельт углубился в происхождение загадочных статуй. Тесла рассказала об аналогичном инциденте с участием члена организации Антитропия, но своевременное вмешательство Терезы предотвратило любой вред. Зелье вспомнила жуткую связь с билетом, который она обнаружила в квартире Джона. И среди них укоренилось растущее подозрение. Билет каким-то образом был связан с этим загадочным инцидентом. Броня и Зелье получили приказ расследовать источник загадочных билетов. Их путешествие привело их к месту, где описание на билетах совпадало. И им было поручено найти скульптора, ответственного за создание жутких статуй. Однако вскоре выяснилось, что скульптор бесследно исчез примерно месяц назад. В неустанном поиске ответов Зелье внезапно оказалась перенесена в неизвестное и зловещее место. К ее ужасу она не могла общаться с Виллионой, ее второй я. В этом жутком мире они наткнулись на разумную куклу, называющуюся пропавшим скульптором. Их знакомство с театром господства приняло пугающий оборот, поскольку им пришлось вступить в битву со зловещей куклой. Во время жаркого столкновения с куклой Виллиона, столкнувшаяся с шквалом оскорблений и заманчивых предложений, утверждая, что она забыта и ей суждено стать монстром, кукла намекала, что Виллиона принадлежит к их темным рядам. Тем не менее, Виллиона стойко защищала свою позицию, отвергая зловещее очарование. Повествование перешло к Зелье, оказавшейся в защитных объятиях Брони после изнурительной битвы. Они искренне обсуждали произошедшие сюрреалистические события, и Зелье подтвердила, что именно Виллиона спасла ее из лап театра господства. Броня и Зелье возобновили расследование и сделали поразительное открытие. Обгоревшая, почерневшая бумага, на которой было написано неизвестное послание. Их путь привел их к противостоянию и обнаружению еще одного загадочного билета. Они вернулись на базу, чтобы сообщить о своих выводах.
Зелья и Киана попытались собрать больше информации и о пропавшем скульпторе. Их расследование привело к открытию, что скульптор был спасен, но оставался в растерянном состоянии, изо всех сил пытаясь разобраться в произошедших событиях. Вернувшись на базу, Киана, более известная для большинства как Хершер Пустоты, получила выражение благодарности за свои героические действия, особенно за спасение родителей одного из сотрудников во время инцидента в Арк-Сити. База объединилась, признав ее храбрость. Зелье и Виллиона провели душевную беседу, размышляя о своем недавнем опыте. Виллиона выразила свою глубокую неуверенность в том, что она исчезнет по мере того, как Зелье станет сильнее. В трогательный момент Зелье предложила дать своей второй «я» имя, укрепившее их уникальную связь. Эйнштейн созвала экстренное совещание и сообщила тревожную новость. Недавние инциденты были связаны с Хершером, вероятно Хершером господства, чьи поведения противоречили моделям Хершеров прошлого. Серьезность ее слов повисла в воздухе, когда она подчеркнула эволюцию самого Ханкай, обозначая зловещий поворот событий, который бросит вызов героям этого мира, как никогда раньше. Пока расследование продолжалось, Броня и Зелье продолжили обеспечивать безопасность своей базы. Броня, всегда практичная, хвалила непоколебимую надежность Зелья, даже вспоминая ее спасение из коварного моря квантов. Однако, тогда похвала вызвала чувство зависти у Виллионы, которая боялась, что вся слава может принадлежать только Зелье. Пока две героини обсуждали свои вопросы, их разговор был глубоко прерван неожиданным вторжением марионеточных роботов. Броня и Зелье в полной гармонии одолели механических злоумышленников и наткнулись на своеобразный портальный разлом. Виллиона упомянула грозного Хершера господства, и Броня быстро предложила миссию по нейтрализации этой серьезной угрозы. Их путешествие привело их к загадочному театру господства, но у судьбы были другие планы, и Броня оказалась разлучена с Зельем. Перед Броней внезапно появилась злобная марионетка, насмехающаяся над ней резкими словами. Она ставила под сомнение ее ценность без ее ядра Хершера, высмеивала ее прошлые поражения и ее неспособность унаследовать имя Вельта. Марионетка также выразила странное желание использовать мотоцикл Хершера Разума, чтобы наехать на нее. Броня, непоколебимая, в ответ раскрыла настоящее имя марионетки – Джерри, и высмеяла его как третьесортного комика, найденного в списке пропавших без вести. Джерри, охваченный гневом, начал жестокую битву с Хершером Разума. Хоть и в ходе ожесточенного противостояния Джерри раскрыл ужасающую способность красть авторитеты других Хершеров. В момент отчаянного расчета Броня применила свою последнюю атаку, попав в ловушку Джерри, в результате чего она потеряла свой авторитет как Хершера. Зелье прибыло на место происшествия, и они приняли болезненное решение отступить, понимая, что марионетки гораздо опаснее, чем казалось на первый взгляд. По пути к выходу они встретили еще больше марионеток, и которые с ними разговаривали. Выяснилось, что эти марионетки когда-то были социальными изгоями своей человеческой жизни, людьми, кипящими от гнева и разочарования. Одна была офисным работником, жаждущей отомстить тирану-боссу, другая дизайнером, которому надоели необоснованные требования клиентов, а третья младшей сестрой. Зелье, сбитое с толку их странным поведением, получило просветление от Брони. Эти существа не были настоящими людьми, а скорее были частью 10-го Хершера господства, имитирующего человеческое поведение. Вскоре Броня и Зелье снова оказались окруженные на этот раз растущей армией марионеток. Эти враждебные марионетки, используя силы Хершера Разума, даже создавали оружие. Именно здесь был раскрыт истинный масштаб полномочий Хершера господства, способность красть полномочия других Хершеров. Броня поняла, что их конечной целью, скорее всего, было получение власти Хершера Пустоты. А это катастрофа, которую они не могли себе позволить. Перед лицом этой ужасной ситуации Броня и Зелье попытались послать сигнал бедствия. Тем не менее, куклы становились все более агрессивными, сопротивляясь своим сценарным ролям. Зелье заметила уязвимость,
но сочла свои атаки неэффективными. Виллиона, как всегда проницательная, объяснила, что хершеры укрепили этот район. Зеле, проявив непоколебимое доверие, предложила смелый гамбит. Она уступит контроль над своим телом Виллионе, признав собственные ошибки и приняв ситуацию. Она доверилась Виллионе, Броне и Киане. Прежде чем отказаться от контроля, Зеле попросила Виллиону, какое имя она хочет, и Виллиона предпочла, чтобы ее назвали Зеле, повторив слова Зеле. «Ты — это я, а я — это ты». Тогда, когда трансформация началась, Виллиона проснулась в образе звездной бездной Никс, Старчазом Никс, грозного и могущественного существа, готового противостоять надвигающейся угрозе. Выяснилось, что Виллиона заключила сделку с мировым змеем, движимой ее глубокой заботой о Селе. Решение принять сделку было принято, что подготовило почву для необычайного противостояния и решающего момента в их продолжающейся битве против Хершера господства.